Сегодня мы поговорим о 3 скрытых причинах воспалений. Среди лекарств, продаваемых в США, да и во всем мире, больше всего продают именно противовоспалительных. Многие чаще всего принимают лекарства именно от воспаления. Я расскажу о 3 скрытых причинах воспаления, о которых вы раньше могли не слышать. Начнем с того, что поговорим о кортизоле. Это гормон надпочечников. И этот гормон, по идее, помогает организму бороться с воспалением. Он должен подавлять воспалительные процессы. При любом состоянии, сопряженном с воспалением, будь то аутоиммунное заболевание или боль и воспаление в принципе, врачи всегда назначают преднизон, гидрокортизон, инъекции кортизона. Конечно, все это кортизол, но искусственный. И, конечно же, это палка о 2 концах. Но ключевой момент тут — кортизол останавливает воспаление. Если это так, то при хронических воспалительных заболеваниях уровень кортизола должен быть низким, верно? Это было бы логично. Но если это так, тогда как объяснить то, что анализы людей с артритом и сильными воспалениями показывают высокий или нормальный уровень кортизола? Взгляните сюда. Это медицинский атлас СИБО, 4-й том об эндокринной системе. Здесь описано заболевание, которое называется синдромом Кушинга. Вот здесь. Оно очень распространено. При нем уровень кортизола слишком высокий. Сейчас я перечислю симптомы. Жир на животе, сильное воспаление по всему телу, бессонница, высокое давление, повышенная кислотность в желудке, изжога, ослабленный иммунитет. Мысли роятся в голове, не дают покоя. Человек все время думает и думает, без остановки. Он плохо противостоит стрессу. Но в организме много воспалений от повышенного кортизола. Как это понимать? Сейчас объясню. Я записывал видео об инсулинорезистентности и обещал записать видео о кортизолорезистентности. Есть такое состояние. Оно вызывается нечувствительностью рецепторов к кортизолу. Рецепторы перестают реагировать на кортизол. Кортизол в организме производят надпочечники. Рецепторы должны на него реагировать, и если его вырабатывается слишком много, например, из-за хронического стресса, чувствительность рецепторов снижается, чтобы защитить тело от переизбытка кортизола. Переизбыток кортизола вреден для организма, появляются побочные эффекты. Взгляните на перечень побочных эффектов преднизона. Просто ужас. Организм пытается защититься, особенно внутри клеток, в легко разрушаемых тканях. Их защита — резистентность. Проблема тут в том, что перекрывается канал обратной связи. Обратной связи нет, и надпочечники не получают сообщения, что рецепторы отключились и продолжают производить кортизол. И в результате в одних местах в теле кортизола мало, а в других местах его уровень повышен. И это как раз объясняет путаницу. Дело в том, что симптомы повышенного и пониженного уровня кортизола почти одинаковые. Есть еще одно заболевание, очень редкое. Называется болезнь Аддисона. При нем надпочечники практически перестают работать, и человек становится очень худым. На коже появляется пигмент, она темнеет, и возникают очень серьезные, не могу найти, серьезные проблемы с иммунитетом. В общем, я хотел сказать, что когда кортизола слишком много, может развиться множество хронических воспалений. Почему? Потому что клетки развивают резистентность к кортизолу. Далее, давайте поговорим о том, что вызывает резистентность к кортизолу. Это хронический стресс. Я хочу, чтобы вы лучше понимали, что это значит. Это может быть связано с тем, что вы долгое время были одиноки. Из-за этого может повыситься кортизол. Или из-за потери близких. Или угроза потери. Когда моему сыну было 6 месяцев, он заболел детским ботулизмом. Это серьезное заболевание. Оно убивает нервную систему. Ежегодно заболевают только 20 детей. Оно очень редкое, но мой сын им заболел. Это вызвало сильный стресс у нас в семье. Сейчас у него все хорошо. Я хотел показать, как угроза потери вызывает стресс. Итак, причины этого — потери, операции, травмы, душевный стресс.
Особенно если не делать упражнения или не спать. Я помню себя, помню, как 12 лет подряд я очень плохо спал. Бывали ночи, когда я не спал ни минуты. Я бодрствовал всю ночь, из-за чего надпочечники износились. Именно поэтому я записываю это видео, ведь я сам пострадал от этого. Итак, из-за стрессовых факторов многие испытывают хронический стресс, а он вызывает резистентность к кортизолу. В итоге развивается хроническое воспаление, и их пичкают лекарствами. И вот какая беда. Когда кортизол перестает работать, утрачивается контроль над иммунной системой. Человек становится уязвим для вирусов. Вирусы просто табуном проникают в организм. И это подводит меня к еще одной причине воспаления — хронической инфекции. Хроническую инфекцию можно заработать, принимая много антибиотиков. Она может развиться из-за дисбаланса и нехватки микрофлоры в кишечнике. Причин много. Одной из них могут быть, опять же, надпочечники. Но в основном хроническое воспаление вызывается большим количеством микробов в организме. Причина может быть вирусной, бактериальной. Это могут быть дрожжи, нанобактерии. Это может быть микоплазма. А в какой-то момент человек принимает антибиотик и чувствует себя отлично. Но это лишь указывает на то, что в организме полно микробов. Они-то и вызывают воспаление в суставе или другой части тела. Обычно у таких людей еще и синдром хронической усталости. Что я рекомендую? Принимать натуральные растительные антибиотики. У меня есть видео об этом, и они гораздо лучше лекарств, потому что те со временем только ухудшают положение. Часто болезнь приходит не одна. Может быть проблема с кортизолом, и при этом инфекция. Или наоборот, инфекция напрягает надпочечники, что приводит к высокому уровню кортизола. Если надпочечники не работают как надо, уровень кортизола повышается, но толку от него нет. Это и открывает дорогу вирусам, а еще могут развиться аутоиммунные заболевания. Почти всегда аутоиммунному заболеванию предшествует пережитый человеком стресс. Итак, с этим разобрались. Теперь поговорим о третьей причине воспаления. Это инсулинорезистентность. Возможно, вы уже в курсе. У меня о ней много видео. Я о ней уже рассказывал, под видео есть ссылки. Но если вы недавно на моем канале и не знаете об этом, то смотрите дальше. При инсулинорезистентности тело производит слишком много инсулина. Избыток инсулина вызывает много воспалений. Причина инсулинорезистентности — высокоуглеводный рацион и частые приемы пищи. Итак, часто едите и употребляете слишком много углеводов, получите воспаление. Но избежать этого можно, перейдя на низкоуглеводную диету и интервальное голодание. Ниже ссылка на их описание. Имея хроническое воспаление, я бы соблюдал здоровую кето-диету и интервальное голодание. Так воспаление уменьшится. Если бы у меня в организме была любая инфекция, я бы регулярно принимал растительные антибиотики, натуральные, например, чеснок. Я бы сделал все возможное, чтобы избавиться от стрессовой ситуации, разобраться со своим стрессом. Я бы стал больше спать, подолгу гулять, стараясь тем самым устранить причину стресса и его последствия. При таком подходе воспаление в организме исчезает очень и очень быстро. Попробуйте. О результатах напишите в комментариях. До новых встреч! Если хотите больше узнать о том, как создать здоровое тело, подпишитесь на канал и не пропускайте новые видео. Как вы сможете не пропускать новые видео? Просто нажмите на колокольчик.